Данная секта – настоящее горе японского народа, разлетевшаяся по многим уголкам нашей планеты. У культа Аум Синрикё максимальное количество звезд нашего с вами рейтинга опасности, потому что в секте были отмечены не только мошеннические схемы и стратегии управления сознанием, но и прямой физический вред, нанесенный членам секты и случайным людям. Самый известный и трагичный эпизод за историю существования группировки – террористический акт 1995 года в метрополитене Токио. Тогда от токсичного газа, который распылили адепты секты, погибли 12 человек. Несколько десятков людей сильно отравились. У более чем 1000 людей было повреждено зрение. Многие последствия отравления проявились позднее. В 2018 году Wall Street Journal опубликовал данные о 6,3 тысячах пострадавших от теракта. Но обо всем по порядку. Самое центральное место в секте Аум Синрикё, что переводится как «высшая истина», занимает ее лидер и создатель Сико Асахара. С самого рождения Сико был необычным мальчиком, а тоталитарные тенденции поведения проявлялись уже в школе. Он родился в 1955 году в многодетной и бедной семье, имел 6 братьев и сестер, а его родители занимались изготовлением татами. Сёко, при рождении ему дано имя Тидзуо, родился с большими проблемами зрения. С ранних лет он страдал от глаукомы. Левый глаз полностью ослеп, а правый практически не видел. Но в будущем это ничуть не помешало ему влиять на умы тысяч людей. Учился Сёко в школе для слепых детей. Именно там и стали проявляться жестокость, склонность к насилию, хитрость и безнравственность. Из-за того, что ребенок был не полностью слепым, в отличие от всех остальных учеников школы, он чувствовал весомое превосходство, подрабатывал поводырем, требовал деньги за помощь, травил одноклассников и издевался над ними. К концу обучения Сёко накопил $3000, что по современному курсу соответствует примерно $20 000. После школы Асахара хотел поступить в медицинский, но провалил экзамены. Сёко сам начал изучать травничество, акупунктуру и позже открыл свой лечебный кабинет. Все бы было хорошо, возможно, юноша так и остался бы безвредным народным целителем, но его навязчиво преследовала цель легкой наживы. Он начал продавать магические заряженные травы и снадобья. Мошенничество, оно и в Японии мошенничество. Асахару быстро обвинили в обманах и шарлатанстве. Началось уголовное преследование, и Сёко понял, что такая тенденция негативно влияет на финансовые перспективы. Нужно что-то крупнее, солиднее. Масштабу не обязательно ограничиваться одним государством. Богатство должно само идти в руки и не давать возможности властям обвинить Асахару. Харизматичный оратор, наглый, беспринципный, не выносящий критики и чужого мнения, решил, что создаст собственную религию. Это было начало конца для многих людей, его адептов, а впоследствии и для самого Сёко. В 1980-е годы в Японии одновременно образовался и духовный вакуум, и стабильно зарабатывающий средний класс. На фоне отсутствия признанных религий стало появляться много учителей, гуру, коим и хотел стать Асахара в будущем. Он вошел в секту Агуан-шу, идеологию которой составляли предсказания Нострадамуса и сборник ранних буддистских писаний. Сёко вдохновился. За время пребывания в секте Асахара обзавелся женой и ребенком, но благополучно бросил их, сказав, что ему срочно нужно ехать на учение в Индию, искать личного гуру для посвящения. 2 года он штудировал священные тексты и слушал учителя. В конце концов, проведя в медитации 6 дней подряд, он решил, что уже достаточно понял глубины Вселенной и счел себя просвещенным. Наставник пытался остановить Сёко, уговорить его не делать поспешных выводов, уверяя, что самые упорные мудрецы не могут сказать о себе того же, хотя и провели в служении Богу половину своей жизни. Но Асахара отверг слова своего мастера и отправился обратно в Японию становиться гуру для изголодавшихся по морали и религиозным таинствам людей. Распространение учения началось с раздачи листовок на улицах. Районы и места выбирались не случайно. Это были центральные станции метро и площади у бизнес-кварталов, в которых легко можно привлечь обеспеченных людей со связями и деньгами. Напомню, что каким бы воодушевленным ни казался Асахара после обучения, его основной целью все еще была нажива.
В 1987 году Сёко Асахара начал создавать культ вокруг собственной личности. Он решил, что является множеством божеств сразу – и Иисус, и Будда, а на землю послан Шивой, чтобы построить на земле Шамбалу и забрать грехи у всех людей. Он утверждал, что создал египетские пирамиды в прошлой жизни и вообще является основателем цивилизации. Так учение Аум Синрикё стало складываться из даосизма, тантризма, христианства, индуизма и вдохновения Сёко от первого увлечения – пророчеств Нострадамуса. Теперь о стремлениях секты. В чем же Асахара видел итоговый смысл служения и существования культа? Аум Синрикё – очередной культ с подготовкой к концу света. Асахара говорил людям о том, что скоро грядет Армагеддон. Он наступит, когда Америка развяжет Третью мировую войну, напав на Японию. Виноваты в этом будут масоны и еврейский народ. Спастись смогут только представители Аум Синрикё. А остальные люди грешны, и избавиться от них нужно как можно быстрее, для того, чтобы они не успели согрешить еще больше. Поэтому смысл служения в приближении конца света и убийства как можно большего количества неверующих. Так каждый адепт культа стал спасителем мира, а Асахара оказался проводником для обезумевших убийц. Не могут же здоровые взрослые люди просто взять и поверить, что всех людей вокруг нужно убить для блага Вселенной. И Сёко кажется настоящим чемпионом по разнообразию способов влияния и внушения идей. Он собрал и объединил самые жестокие и безжалостные приемы. Основу составили бесконечные молитвы и множество опасных для жизни физических тренировок. Ученики должны были погружаться с головой попеременно в кипящую и ледяную воду. Время пребывания под водой постепенно увеличивалось, а не справиться с упражнением было равносильно изгнанию, позору, недостаточной вере в правду Асахары. Однажды после того, как во время упражнения погиб адепт, люди стали быстро покидать секту, почувствовав реальную угрозу для их собственной жизни. Но Асахара быстро дополнил священные правила культа, ведь прибыль начала таять на глазах, послушников нужно было удержать. Он сказал всем, что те адепты, которые погибли от действий по указанию Асахары или приближенных к нему служителей, автоматически очищают свою карму и получают спасение. А если от этих деяний умирает кто-то из неверующих, это вообще великолепно и освобождает от грехов еще лучше. Такое нововведение поможет Асахаре в будущем, когда он решится на организацию теракта в метро. А пока он просто пытался подстелить себе соломку, ибо внезапно понял, что его адепты реально могут погибать во время трансово-наркотических сеансов от бесконечных молитв, длившихся сутками, от недельных заключений в бункере под землей без еды и воды. Рисков было слишком много. Но одобряемая позиция в виде пожертвования собственной жизнью отлично вписывалась в концепцию Сёко. Поэтому никто из адептов даже не обратил внимания на некоторые преобразования. Прихожане снова стали пополнять казну культа, привлекая своих родственников и губя судьбы собственных детей. Асахара имел извращенный и прыткий ум. Его привлекали медицинские и химические эксперименты над людьми, эффекты внушения и манипуляции. Коллективные многочасовые медитации нередко сопровождались приемом психотропных веществ. Одним из наиболее часто используемых был полусинтетический наркотик ЛСД, вызывающий сильные галлюцинации. Адептам подмешивали его в чай и воду, которые раздавались на сеансах медитации с Асахарой. В дальнейшем появление галлюцинаций послушникам преподносилось в виде магических способностей Асахары. Якобы он управлял разумом всех людей и вызывал видения. Учитывая то, что адепты знали Сёко как множество божеств, ни у кого не возникало сомнения, что здесь что-то не так. Эффект от приема ЛСД описывается как способность вызывать состояние мышления, восприятия и чувствования, возможные только в мечтах, фантазиях или религиозном экстазе. Согласитесь, это то, что нужно Асахаре. Полный комплект управления человеческим сознанием. А с его ораторскими способностями и врожденной харизматичностью, умением настраивать людей для получения собственной выгоды, внушение и программирование вообще не составило никакого труда. Адепты Асахары постепенно теряли критическое мышление.
Однажды на листовках и плакатах напечатали фото с левитирующим Сёко во время медитации. Люди находились в шоке. Он летает. Никто не обратил внимания на то, что это стоп-кадр прыжка. Да, в позе лотоса сложно подпрыгнуть. Нужны сильные ноги, крепкие коленные суставы и много тренировок. Но тело Асахары вполне было готово к таким упражнениям. Если бы люди заметили разлетающиеся волосы и смазанность кадра, возможно, уже тогда Асахару ждал бы закат популярности. Но все поверили, а фото привлекло еще больше последователей. В секте царствовала ранговая и централизованная система. Ранговость заключалась в том, что адепты могли повышать свой статус значимости в секте, переходя от уровня к уровню. Новички не имели права перечить более просвещенным послушникам, обязаны подчиняться им и покупать все новые ступени для развития внутри учения. Первая встреча проходила бесплатно, а вот все остальные стоили больших денег. Некоторые этапы требовали переписи на верховных членов секты имущества и недвижимости. Всего разработано 20 ступеней посвящения. После пробной аудиенции новый адепт должен произвести взнос в размере $10 и заполнить подробную анкету, предоставляя множество личных данных о семье, родителях, образовании, месте работы, доходе, детях, недвижимости. Затем вся информация заносилась в компьютерную базу, где на каждого ученика формировались досье. Человеку присваивался номер и новое имя, а также принималось важное решение о его судьбе. Начинался путь продвижения по ступеням просвещения высшего знания. Адепт должен отказаться от общения с родственниками, переехать в общину и работать на секту руками, раздавать листовки, приводить новых адептов, служить монахом из приближенного внутреннего круга. Или имел право остаться жить дома, но тогда вносить крупные финансовые пожертвования. Особо почетной стала процедура оставления дома, когда новый послушник переписывал на монахов свое жилье. Так называемое высшее пожертвование. «Я оставляю все мое имущество Аум и не потребую вернуть, даже если я покину Аум». То есть люди лишались хоть какой-то возможности и шанса к возвращению в нормальную жизнь. Все, что было заработано большим трудом, поколениями, ради детей и внуков, вмиг растворялось в дымке надежд на вечную жизнь, безгрешность и чистую карму. Аум Синрикё постоянно вертелся и формировался вокруг образа Асахары. Поклонение человеку-идолу истощало людей до безумия. Наградой за движение по уровням становились портреты учителя. Само продвижение было возможно не только за счет финансовых взносов, но и за накопление баллов. Если адепт приводил в секту 2 новых людей, он получал фото учителя. Если 10 – портрет Асахары. 20 человек давали доступ к большому портрету Асахары, а 30 и более приведенных новичков удостаивали послушника званием Спасителя. Переход на новую ступень обязательно сопровождался 3-дневным ритуалом инициации Шактипат. В переводе звучит как «вхождение в поток истины», во время которого сам Асахара, либо кто-то из его монахов, касается большим пальцем лба послушника. Таким образом, грехи уходили к учителю, карма очищалась, и адепт получал доступ к священным знаниям культа. Помимо этой церемонии существовала еще секретная, для особых случаев. Там адепт приобщался к крови и сперме учителя, погружался в наркотический транс на грани жизни и смерти, медитировал до истощения. Соответственно, все адепты разделялись на монахов, живущих в общежитиях и посвящающих свою жизнь служению Асахаре, и на тех, кто жил дома, но вносил денежные пожертвования и старался привлечь как можно больше людей из внешнего мира. В культе ценилась идея о скудном питании. Есть достаточно, а тем более получать удовольствие от еды, было стыдно и грешно. Сам Асахара обожал есть. Делал это часто, много и долго. Однажды его личный водитель, когда Сёко в очередной раз еле вышел из ресторана, указал ему на несоответствие собственным идеям. Асахара довольно улыбнулся и сказал, что это проверка силы веры и стойкости водителя. Сможет ли он, простой служитель, указать верховному учителю на грех? И он смог. По поводу греха у Асахара существовал отдельный ответ.
Он говорил, что его жир, накопленный от бесконечного обжорства, вовсе не жир, то грехи, что он впитывает от своих послушников, тем самым освобождая их души от зла. Культ поклонения своему учителю Ваум Синрикё достиг проявления, которое сложно себе представить здоровому человеку. Шла бойкая торговля кровью Асахары, водой из его ванны, волосами из бороды, из головы. Волосы заваривали как чай, кровь и воду пили, использовали в косметических целях. За 10 тысяч долларов имелась возможность арендовать шлем с электродами, якобы подсоединяющий разум адепта к мозгу учителя. Асахара как бы всегда находился рядом. В годы существования секты по всей Японии можно было встретить последователей в этих шлемах где угодно. В магазине, метро, на работе. Шлем позволял лучше управлять своими грешными мыслями, ведь через него Асахара мог проникать в сознание послушника. А значит, не стоит допускать подобных фантазий в голову. Страх гнева учителя самостоятельно формировался в мыслях адептов. На таком уровне верования Асахаре было достаточно просто придумывать все новые продукты для продажи. По сути, он вернулся к распространению магических снадобий. Но теперь он гарантированно защищен от любых обвинений. Люди сами выбирали верить в это и просили все больше. Организация являла собой маленькую модель государственного управления. Асахара занимал верховную должность, а приближенные члены секты стали министрами. Это сделано не случайно, ведь управляющий аппарат культа должен был сменить реальное правительство Японии после наступления Армагеддона. Так что все должности были назначены заранее, чтобы потом время зря не терять. Собственный кабинет министров представлял собой точную копию высшего исполнительного органа Японии. Финансы, медицина, наука и образование, строительство. Так адептам проще отказаться от внешнего мира, ведь секта представляла собой достоверную, но извращенную модель реальности. В какой-то момент Асахара, ослепленный властью и почтением своих учеников, баллотировался в японское правительство, но позорно провалился. Он набрал рекордно минимальное количество голосов. Сёко решил отомстить. Теракты, организованные им против народа, который за него не проголосовал, стали еще желаннее, а организация приобрела ужасающие масштабы. Почему люди не покидали сообщество? Выход из секты Аум Синрикё был практически невозможен. Только побег. Все адепты знали, что уход официально сопровождается физической расправой с послушниками и членами его семьи. Теперь вспомним о том, что большинство из учеников оставались без крыши над головой, денег и работы. Физически истощенные, измученные, с выработанной химической зависимостью к опиоидам и психоактивным веществам. Абсолютно одинокие, покинутые родственниками, либо собравшие всю свою семью под флагом учителя Асахары. Идти и спасаться было некуда и не на что. Многие оставались не потому, что свято верили в наступление конца света, а потому что понимали, уход из секты будет последним решением в их жизни. В секте буйствовали доносы и конспирация. Все следили за всеми, пытаясь уличить в неверии, предательстве, сокрытии денег и тайн. Отступников психологически травили. Ушедших из организации находили, убивали и сжигали в печах. Кости и зубы дробили и развеивали в лесу. Без вести пропавшими числились сотни человек, но найти хоть какие-то улики не представлялось возможным. Полиция узнала об этом от внедренного в Аум Синрикё агента, который впоследствии был разоблачен и жестоко убит. Это стало очередным преступлением без возможности обвинить Асахару в ответственности за происходящее. Смерть полицейского не единственный случай подобного рода. В конце 80-х годов юрист Цуцуми Сакамото готовил масштабный судебный иск против организации. Он прислушался к жалобам и обвинениям послушников-новичков, в огромном количестве заявлявших о насильственном удержании, обманах, угрозах и мошенничестве. А в ноябре 1989 года сам юрист и вся его семья погибли от рук вездесущей секты. С возрастающим безумием Асахары рос и вред, наносимый обществу. Учитель серьезно увлекся вооружением. Пора было приводить в реальность планы по ускорению Армагеддона.
Члены секты закупали оружие, делали взрывчатку, крали и выкупали смертельные вирусы, создавали собственную армию. Дважды Сёко и его последователи распыляли с высоток в Токио украденную сибирскую язву. Ни одна из этих попыток, к счастью, не увенчалась успехом. Рассеянный вирус не мог распространяться при выбранных погодных условиях и температуре воздуха. Но ни Сёко, ни люди, работавшие в лаборатории и имевшие доступ к базе образцов, не знали о тонкостях вирусологии, что послужило провалу операции. В 90-е годы Асахара посещал Москву. Он общался с послушниками, распространял учения. Но самое главное, покупал автоматы и даже договорился о продаже ему военного вертолета за $1 миллион. Больше всего Асахару интересовал ядовитый газ «Зарин», отравляющее летучее вещество нервно-паралитического типа. Сёко писал стихи и баллады, посвященные этому газу. Он относился к нему как к живой сущности, проклятию для грешников, посланному ему свыше. Он распылял газ на улицах, травил им своих учеников, сваливая вину на ЦРУ. Эксперименты он проводил для того, чтобы точнее рассчитать дозировку для будущих карательных акций против мирного населения Японии, а потом и по всему миру. Обвинения секты постоянно давали осечки и не приводили к результатам для полиции. В нескольких храмах Аум Синрикё хранилось оружие и газ. Произошла утечка. Жители соседних домов пожаловались на запах, и полиция обнаружила целые склады военных запасов. Сектанты, в свою очередь, дали ложные показания, свалив вину на неких террористов, которые атаковали и захватили храмы насильственно. Ну что взять с обычных религиозных тихонь? Страшная деятельность продолжала разворачиваться под самым носом у полиции. В 1995 году 20 марта 10 представителей секты с разных концов города зашли в токийское метро в час пик, на самые оживленные транспортные ветки. Адепты были с зонтами и свертками в руках. Внутри свертков находились пакеты с зарином в жидкой форме. В заполненных вагонах в указанное время каждый адепт бросил пакет себе под ноги, проткнул его кончиком зонта и вышел из поезда. Уже через 15 минут все 10 вагонов остановили. Люди жаловались на плохое самочувствие, наблюдались признаки отравления. Некоторые попытались выбросить пакеты с зарином из вагонов. Эти люди погибли через несколько минут от прямого контакта с газом. Тысячи людей пострадали, началась паника. Никто не понимал, что происходит и откуда ждать угрозы снова. Но основная беда была в том, что полиция никак не связывала секту и теракт. Такой идеи просто ни у кого не возникало. Один из высокопоставленных адептов ближайшего круга не смог справиться со своей совестью и пришел с повинной, рассказав полиции обо всем, что творилось за стенами храмов секты. Это стало началом конца для Аум Синрикё и потрясением для властей. Асахара скрывался от преследования около 1,5 месяцев. Его обнаружила полиция в одном из храмов секты. Сёко восседал в нише в стене в собственной моче, а по полу были разбросаны десятки тысяч долларов. Здесь он безвылазно провел много дней. Вам могло показаться, что Сёко ушел в глубокую медитацию, транс, решил воссоединиться с энергиями Вселенной, реинкарнироваться в конце концов. Так, наверное, и сделал бы верующий человек, возомнивший себя божеством. Но Асахара придумал серьезный план, который мог помочь ему избежать наказания. Ему нужно убедить всех, что он психически больной и абсолютно невменяемый человек, не отдающий отчета своим действиям. Начался самый длинный уголовный процесс в истории Японии. Асахару приговорили к смертной казни только через 4 года после теракта в метро. Все это время врачи пытались прийти к единому мнению по поводу психического состояния лидера Аум Синрикё. Он отчаянно прикидывался сумасшедшим. Как слепой, религиозный и безобидный с виду мужчина мог такое провернуть? Мировой заговор, покупка оружия, теракты. В это невозможно поверить. Поведение Сёко было максимально неадекватным. Когда его пришла навестить дочь, он принялся демонстративно мастурбировать. Но он не смог убедить комиссию в своем психическом нездоровье. Преподобный учитель, так обращались адепты к Асахаре, провел в тюрьме, ожидая исполнения приговора, целых 20 лет. За этот период он полностью перестал есть, мыться, обслуживать себя и говорить. Казнь состоялась в 2018 году через повешение. В тот же день были казнены 6 верховных представителей секты.
Неоднократно суд Японии рассматривал апелляции адвоката секты Синрикё по вынесенному приговору. Его дочь тоже пыталась повлиять на решение суда и подала иск, обвиняющий правительство в недостаточно качественной медицинской помощи, оказанной ее отцу. Из-за чего, по ее словам, у Асахары развился синдром Ганзера – специфическое и редкое диссоциативное расстройство, выражающееся в истерии и помрачнении сознания. В 2006 году суд отклонил последнюю апелляцию адвоката. В 2009 году Верховный суд вместе с Токийским окружным судом отклонили иск дочери Сёко. Летом 2012 года суд перенес сроки исполнения приговора, так как не закончились процессы над остальными участниками секты. Асахара провел это время с диагностированной деменцией, отказываясь от встреч с родственниками и адвокатами. На момент казни Сёко было 63 года. Вместе с Асахарой казнили главного врача секты Икуо Хаяси, который дал показания о готовящемся крупном теракте в США. Туда уже отправили контейнер с зарином, но задержание лидера приостановило операцию. Киихиде Хаякава занимался поставками оружия, управлял изготовлением зарина и обвинен в убийстве адвоката Цуцуми и его семьи. Также казнен в один день с учителем. Как и все адепты, имевшие отношение к изготовлению и распространению газа зарина в токийском метро. Теперь, когда мы знаем о том, что история существования секты Аум Синрикё закончилась без колоссальных потерь и жертв, стоит рассказать о деятельности секты в России. В 2016 году, по данным МВД, числилось около 16 тысяч зарегистрированных представителей. Культ имел популярность, и адепты ужасно переживали обвинения лидера. Группа российских почитателей пыталась спасти Сёко от казни посредством теракта в московском метро. Но попытки организации пресекли специальные службы. В 90-е годы в России представителей Аум Синрикё стало больше, чем в Японии – около 30 тысяч. В Москве открыли 6 учебных центров учения и радиостанцию, которая освещала новости и транслировала учения Сёко круглосуточно. Вы помните, что Асахара приезжал в Москву за оружием и вертолетом? В этот же период прошла самая масштабная групповая медитация и инициация в России на стадионе Олимпийский. Зал был набит битком, и люди погружались в медитативный транс под голос Асахары и испытывали коллективный восторг. Пока Асахара ожидал исполнения смертного приговора, в России замышлялось масштабное нападение на Японию жителями Владивостока. В 2002 году задержали и осудили 4 мужчин, представителей учения, которые уже собрали необходимые боеприпасы. По дальнейшей оценке экспертов, их оружия хватило бы на 12 мощных взрывов. Вместе с боеприпасами следователи обнаружили письмо для премьер-министра Японии с требованием освободить Сёко и с угрозой о планомерном уничтожении женщин, мужчин, детей и стариков. У Аум Синрикё есть сообщество «Наследник» – секта Алеф. Эта организация принесла извинения всем семьям, пострадавшим от теракта в метро, а также от преследования Асахары и его подельников. Они создали компенсационный фонд и помогали обратившимся людям финансово, пытаясь очистить имя и религиозное течение от позора Сёко. Алеф пересмотрели концепцию верования. В 2007 году организация разделилась на 2 основных течения – Хикари Нова, в переводе «Круг света радуги», которые не упоминали Асахару и отказались от почитания его фигуры, и сама группировка Алеф, не поддержавшая курс на сокрытие гуру. Эти организации существуют и до сих пор, не вступая в переговоры друг с другом и воздерживаясь от каких-либо споров. Представители учения Аум, он же Алеф, на сегодняшний день распространяют свои воззрения мягко и ненавязчиво. Один из способов пересечься с адептами заключается в посещении центров медитации и йоги. Там вежливо встретят, пригласят помедитировать вместе с гуру совершенно бесплатно и расскажут об основных образах, на которых стоит концентрироваться во время медитации. В учении много эзотерики, отсылок к буддизму и индуизму. Если процесс понравится, то учитель предложит послушать проповедь, которая погрузит вас глубже в устои и видение культа. А дальше все будет происходить по классической схеме. Хотите на следующий уровень? Заплатите денег, внесите пожертвования, приобщитесь к сообществу и так далее. Секта Сёко принесла много бед и потерь как адептам, так и обычным людям.
Сам Асахара, будучи с детства предрасположенным к психотравмам личности, довел себя до критического состояния. Жадность, наряду с тщеславием и бесконечной уверенностью вознесли его так высоко, что он быстро потерял критичность мышления и перестал контролировать ситуацию, полностью став заложником собственной психопатии. Его жестокость находила одобрение в глазах адептов и приближенных послушников. Они жили за счет проповедей и слепой веры людей в божественность Асахары. Конечно, им было крайне невыгодно допускать оценку своих поступков, поэтому их лидер погрузился в информационный вакуум, в иллюзорное существование. В конце концов, он искренне поверил в свою божественную природу, и именно поэтому так сильно проникал в разумы своих жертв. Кто были эти люди? Кто становился адептами Аум Синрикё? Для того, чтобы понимать психологический портрет, нам необходимо вспомнить, из чего состояли цели и ценности культа. Жертвам явно не хватало жизненного вектора, собственных целей жизни, поэтому они легко шли по сценарию Аума, который предлагал вполне конкретные задачи в виде искоренения грешников и поддержания благополучия божеств на этой земле. Более того, секта транслировала понятные и, казалось бы, правильные ценности. Грех – плохо. Не делай неправильно и будешь вознагражден достойной жизнью. Что именно грешно, вам расскажут. Такая позиция снимает всю ответственность за поступки и выбор. Внушаемость провоцировалась использованием наркотических веществ на постоянной основе и в больших количествах. Люди чувствовали себя хуже из-за отравления зарином, но врагами выставлялись государства, ЦРУ, грешники. Это еще больше усугубляло ненависть к окружающему миру, а доверие к неверующим постепенно становилось невозможным. Секты, работающие по схожей стратегии, глубинно искажают восприятие мира, пространства, вносят свою логику в причинно-следственные связи. Попадая туда, начиная платить деньги, адепты утрачивали возможность выбора. Выход из секты означал не просто потерю контактов с единоверцами, но и непрерывное ощущение угрозы собственной жизни. Такому невозможно противостоять, и адепты, даже разочаровавшись в учении Аум, продолжали участвовать в деятельности секты. Единственный возможный вариант ухода оттуда предполагал свержение власти лидера. Таким образом, арест и казнь Асахары стали освобождением для многих тысяч людей и шансом на дальнейшую свободную жизнь.